Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В этом выпуске я покажу вам, как можно смастерить оригинальную елочную игрушку в виде двух колокольчиков из бумаги и других простых и доступных материалов, список которых вы найдете в описании под видео. Желаю всем вам приятного просмотра и волшебного творческого вдохновения. Основой работы у меня служит перегоревшая лампочка, но также можно применить покупную пенопластовую или пластиковую заготовку или использовать стеклянную или пластиковую бутылку подходящей формы. Основу оклеиваю кусочками бумаги. Первый ряд необходимо сделать без использования клея, для того, чтобы высохшее изделие затем легко было снимать с основы. Второй и все последующие слои приклеиваю с использованием клея ПВА, разбавленным водой до полужидкого состояния. Минимум необходимо сделать 8-10 слоев. Чтобы не запутаться, каждый ряд лучше делать из бумаги разного цвета. Оклеиваю края и оставляю работу до полного высыхания. Можно сделать как один, так и два колокольчика в одной игрушке. Я сделала две заготовки. Для того, чтобы выровнять поверхность, использую универсальную финишную акриловую шпатлевку. После высыхания поверхность зачищаю мелкозернистой наждачной бумагой. Делаю разметку, делю основу на 4 одинаковых сегмента, а затем при помощи объемных элементов из сохнущей на воздухе массы и салфеточных жгутиков выкладываю 4 одинаковых фрагмента узора.
Узор делаю по ходу работы на свое усмотрение, отталкиваясь от имеющегося у меня наличия молда. Внутреннюю часть выравнивать не обязательно, так как ее почти что не видно. Это уже на ваше усмотрение. Я решила все-таки выравнивать, нанесла один слой акриловой универсальной шпатлевки, дождалась высыхания и зачистила мелкозернистой наждачной бумагой. Окрашиваю основу зеленой акриловой краской. После высыхания краски приступаю к следующему этапу. Для этого разбавляю черную акриловую краску до полужидкого состояния и наношу кистью на основу. Наношу на небольшие участки и сразу вытираю сухой тряпочкой. На рельеф наношу бронзовый воск, но также можно применить бронзовую акриловую краску. Покрываю работу полуглянцевым акриловым лаком. Для того, чтобы сделать язычок в колокольчике, отрезаю цепочку необходимого мне размера и использую удлиненную бусину, но также может подойти и круглая бусина.
Подкрашиваю цепочку и бусину бронзовой и акриловой краской. Затем все соединяю. Для верхней части использую металлический пин, но также подойдет и кусочек проволоки, концы которой можно будет спрятать с внешней стороны под бусиной. Вместо цепочек можно применить декоративный металлизированный шнур. Отверстие во втором колокольчике должно быть таким, чтобы в него свободно проходила цепочка язычка. Концы проволоки продеваю в последнее звено цепочки и загибаю их плоскогубцами вниз. Далее подтягиваю бусину вверх. Таким образом концы проволоки будут спрятаны под бусиной. Язычок оттягиваю вниз и фиксирую бусину термоклеем. На самом деле подбор цепочек и работа с ними довольно кропотливая и занимает много времени, поэтому для облегчения работы рекомендую вам использовать металлизированный декоративный шнур подходящего цвета. Колокольчики готовы. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем моим подписчикам, как всегда, огромный-преогромный привет. Спасибо каждому из вас за то, что вы у меня есть. Спасибо за ваши чудесные комментарии, за теплые слова и невероятно приятные пожелания.
Все ваши добрые посылы абсолютно искренне взаимны. Гостей канала, как всегда, призываю подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы всегда первыми получать уведомления о новых видео. Всем моим зрителям желаю волшебного творческого вдохновения, пусть все всегда у вас получается, крепкого всем вам здоровья, берегите себя и своих близких. И самое главное мое пожелание – это мирного неба над головой. До новых встреч!